Здравствуйте, уважаемые зрители! Моя фамилия Баширов, и вы на канале Татарский взгляд. Более года назад я выкладывал видео о булгарах, такой, знаете, общий экскурс в тему. И то, как отреагировали зрители в своих комментариях, а это большей частью зашкаливающее количество мракобесия, сподвигло меня снять новое. К примеру, один из комментов. 7500 лет от сотворения мира, то есть начала Булгарской империи. Именно так считают булгары Дуная. И не только. Все претенденты на наследие булгар, знаете, пребывают в грезах о народе полубогах. И все исходит из того, что даже специалисты с мировым именем не могут трактовать этноним булгар, не могут объяснить, что такое хунну, что такое сунну. Есть их факт существования, но кто они, что они, остается за завесой тьмы. То, что я буду рассказывать в этом видео, это лично мои выводы, сделанные впоследствии изучения этой темы на протяжении 3 десятков лет. Возможно, они покажутся кому-то субъективными, но, по моему мнению, это единственно правильные выводы. Итак, начнем рассматривать с самого базиса. Первое упоминание этнонима булгар восходит к 3 веку нашей эры, когда китайский полководец Цао Цао монгольского происхождения на плато Ордос, это юг территории внутренняя Монголия, из кочевников Хуну основал, опять же, кочевое государство Вэнь и объявил себя гуном булгар. Кстати, из этого можно сделать вывод, что булгар и гун тождественны. Это аксиома. Все булгарские ханы, к примеру, Междуречия и Дели и Яика, восходят к единому предку Дуло. В свою очередь Дуло – это потомок гуна Маде и его отца Таумана. К примеру, об основателе европейской гунии, болгарском хане Баламире, известно, что он в 15 колене восходит к Маде и в 5 Чичи Кагану. Оставлю ссылку в описании, кто-то, кому что-то может проанализировать, просмотреть все это дело. Итак, Дула – гунский хан. Хотя гун и хан означают абсолютно одно и то же. Это правитель. В китайских летописях Дуло известен как Шаньюй. Шаньюй Тули. Шаньюй это китайский синоним титула хан. Наиболее известный из первых гунских Шаньюев, я уже упоминал ранее об нем, это Тауман и его же убивший родной сын Маде, тоже ставший впоследствии Шаньюем. История достаточно известная, даже без ссылок, информации в интернете, может быть, предостаточно. Кстати, татарский писатель Нурихан Фаттах в конце 20 века написал книгу «Сызгара Турган Уклар. Свистящие стрелы». Кто владеет татарским, рекомендую, хотя все описано, скажем, достаточно примитивно, все же за неимением иных художественных источников, скажем, можно войти хотя бы в курс дела. Итак, кто эти шаньюи, гуны, хунну, сунну? На этот вопрос нам в первую очередь ответит археология, а конкретно Иволгинское городище. И самый древний из известных могильников гунов – это Паде Царам. И один из лучших специалистов по ним – Баир Дашибалов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. На Иволгинском городище есть очень интересный обряд. Там детей, маленьких детей, хоронили в керамических сосудах в полу жилищ. То есть очень необычная для нашей Сибири традиция. Когда мы начинаем изучать, откуда эта традиция, она нас тоже уводит на восток, в Маньчжурию, вот как раз в круг культур Китая, Кореи, Японии. То есть там эта традиция была распространена. Хунны, как народ, сформировались в Южной Маньчжурии. Это на берегах Желтого моря.
И именно там, где-то на границе Китая, Кореи, вот где сейчас Ляодун полуостров, оттуда хунны, преодолев хребет Хинган, преодолев Гоби, пришли к нам сюда вот на просторы вот наших степей. Рекомендую этот фильм, если кто хочет посмотреть полностью, ссылка будет в описании. Итак, хунну, шаньюи хоронили своих детей по традициям маньчжуров, то есть их корни там, в Маньчжурии. Самое крупное известное захоронение детей в сосудах обнаружено при раскопках первого царства маньчжуров Бохай, располагавшегося на территории современной Маньчжурии, там, Приморского края, севера Кореи. Гунны, придя на юг Сибири, соответственно, принесли свои обычаи. И также в соответствии с окружением через какое-то время ассимилировались, то есть стали монголами. И в этом образе двинулись на запад. Не будем рассматривать всю эпопею, весь путь рейд гуннов по странам Азии, Европы. Перенесемся конкретно на Волгу, или Идель, как называют эту реку татары. Меня в этой теме интересует в первую очередь осветить именно волжскую сторону булгар. Что нам известно? Первый хан волжских булгар – это Катрак. Как известно, он пришел с унгарами, в составе которых входили Кудригуры, Ононгуры и Утигуры. И далее темнота. Все, кто пытается что-то сформулировать из этих описаний, приходят к крайне примитивным выводом, что этимология слова унгар – это 10 племен, что булгары выходцы из Балха, то есть их корни индоевропейские, и вообще булгар – это 5 племен, и, скажем, подобную чушь. Не будем заострять внимание на всем, она не стоит внимания совершенно. Итак, если начнем отталкиваться из выводов Баирыда Шибалова, надо искать корни в Маньчжурии, а точнее в первом государстве тунгуса маньчжуров Бохай. В их воинском табеле о ранге есть титул со словом гун. И таких немало. Например, Ван Гун. Помните в начале пути Чингисхана? Друг, а позже не друг, Ван Хан. А здесь Ван Гун. Далее есть Дун Гун, Чин Гун. К слову, изыскивая все эти термины, как бы пытаясь перевести, столкнулся с огромной проблемой. У нас нет совершенно современного словаря по маньчжурскому языку. Словарь для изучения от 1875 года Ивана Ильича Захарова. Ссылка внизу, опять же, кому интересно. Итак, я начал искать похожую этимологию у родственных народов, которые тоже варились в котле гунского похода, кто тоже считал себя потомком гуннов, булгар, унгар. В голову сразу приходит хунгар. Именно так себя называют венгры или мадьяры. И как-то сразу все проясняется. Хунну, хунгар, унгар, булгар, то есть все это одного корня. Хотя выпадает сюнну. Если хунну это хунгар, то производная от сюнну это сунгар. И тут же всплывает река Сунгари, приток Амура. Как мы знаем, Амур и есть родина, первоначальная родина шаньюев, гуннов. Значит, я правильно двигаюсь. И знаете, даже после этих моих изысканий, выводов, я не приблизился к разгадке, решил еще раз перелопатить всю историю. Всех кочевников. Внимательнее. Как мы знаем, все походы степняков начинались у стен Великого Китая. Или драйвер походов был именно там. Решил проследить остальные, более-менее известные. Скажем так, расширить круг подозреваемых. Опять же, у кого из родственных народов, под родственными я имею в виду народы алтайской языковой семьи, у кого этноним схож со словом булгар, унгар, хунгар. И представьте, ответ лежал рядом. На правом берегу реки Идель, в нижнем течении, калмыки.
Через 1000 лет после гуннов айратский хан Тайши Галдан Церен под ударами опять же маньчжурской конницы начал прорываться на запад. И в составе кого он же это делает? В составе джунгаров. Понимаете? Джунгар. Я начал разбирать этноним. Что он означает? Выяснил, что в монгольском языке вообще отсутствуют звуки ч, ж, то есть ч и дж, дж. В родном звучании этот этноним звучит как зунгар. И что же означает этот термин? Зун. Зун – это левая, гар – рука, то есть левая рука. Выяснил, что хун на монгольском правая, то есть хунгар – правая рука. Стоп, на татарском языке левый сун. Получается, сунну – это левые, а хунну или унну – это правые. Это войско поделено на правую и левую руки. То же самое, что и в Золотой Орде. Войска правого и левого крыла. Получается, булгар – это не нация, это часть кочевой армии. На монгольском хун – правый, опять же на татарском ун – правый. Из этого выходит, что булгарский хан Катрак пришел на в составе унгаров, то есть войск правой руки. Логично будет предположить, кстати, что в гунском походе вообще ушли только хунну, правая рука войска, или скорее административные единицы. Соответственно, остались сунну, левая рука войска. И позже вот, в составе калмыков или айротов они пришли на Волгу уже через 1000 лет. Итак, теперь мы знаем, что хунгар это или унгар это правая рука, джунгар, зунгар или сунгар это левая рука. Получается, что Золотая Орда ничто иное, как продолжение булгарского каганата. Она имела аналогичное административное деление, с той разницей, что в этнониме использовался термин «крыло» вместо рука. Из татарского звучало как «ун-канат» – правое крыло и «сун-канат» – левое крыло. Ставка хана называлась Алтын-Орда, то есть «золотой дом». Итак, если правая рука хунгар, левая рука зунгар, из этого будет следовать, что булгар – это аналогичный термин, вот как я сказал, Алтын-Орды, то есть рука войска, где находится хан, где центр административного управления. И знаете, мое вот татарское любопытство заставило еще раз перелопатить словарь Ивана Ильича Захарова 1875 года. И знаете, что в маньчжурском языке, я вот знал уже давно, золотой это айсин. Но я нашел, что слово «золочу» с маньчжурского звучит как «булга-мби», где «мби» означает «действие». Далее, кстати, в междуречии Яика и Дели «мби» с подачи маньчжуров превратился в титул, ну, сегодня не об этом. Вот нет, к сожалению, иных источников по маньчжурскому языку. Непонятно, как правильно с маньчжурского золота булга или как-то иначе, но то, что булгар – это золотая рука, однозначно. Итак, уважаемые, и ты еще раз вот подтверждаешь, что булгар – это прародитель Золотой Орды. Он означает то же, что Алтын-Орда, а точнее Айсин-Орда. Я думаю, изначально Золотая Орда так и называлась, потому что Орда – это маньчжурское слово, она не кипчакская, не монгольская. Буквально золотой дом. Булгар – это золотая рука, то есть часть войска, где находится хан. Булгар – это не этноним имени народа, это термин административный, военный, головной единицы, притом она не изобретение монголов, это деление на правых-левых четко прописано еще в первом царстве маньчжуров Бухай, хотя на 1500 лет назад было, скажем, немножко или вровень, или чуть позже даже, но все равно это пришло оттуда, то есть с берегов Желтого моря. Кстати, вот небольшое видео на эту тему. Выставка Бахай. Вот такой вот чиновник со свитком. Это вот
У Бахай было 5 столиц, 15 провинций, 62 округа, 125 уездов. Ну, раскидано было на Маньчжурии, вот, Дальний Восток советский, уже не советский, конечно, так. Ну и часть Кореи северной. Вот такие вот огромные печати, вот рука вот для сравнения. Той же с Уссурийска. Вот бронзовые такие печати. Буссера, скобки гробницы неизвестного вельможи. Надпись: печать левой и правой конторы высочайших командированных уполномоченных филиалов Государственного совета. Вот это вот экспозиции Уссурийска, Южно-Уссурийское городище, захоронения различные. Вот тоже, когда пришли переселенцы уже в 19 веке, вот эти вот головы отламывали. Вот оно лежало все в музее Арсеньева. Итак, эта система управления пришла вместе с тунгусо-маньчжурами в степи Южной Сибири, вместе с воинским титулом гун. Кстати, в промежутке между царствованием гуннов и возвеличием Чингиза степи Южной Сибири также правили народ маньчжурского происхождения, это джурджени. Кстати, вот сам Чингис – этноним маньчжурского происхождения. Какие, скажем, огромное количество слов, оставшиеся в татарском языке, даже в русском языке есть, скажем, слова маньчжурского происхождения, именно со времен еще Золотой Орды. Кстати, как и огромное количество слов монгольского происхождения тоже осталось в татарском языке. К примеру, слово родственное этнониму булгар. Татары, поклонники, скажем, ранее бога-кузнеца, громовержца Тенгри. Мы знаем, он живет на небе, небо для конечника святое. Скажем, вот наш один из ближайших родственных народов, казахи, для него небо и слово синий – это кок. То есть голубой цвет или там синий, небо, кок. Татары тоже используют слово, только они говорят кук. Вот именно, вот, кстати, опять же, есть люди говорят, когда болгар, есть булгар. Булгар на у, это монгольская акцентация. Болгар кипчакская. Вот даже в этом слове кок. Казахи говорят небо, чисто сакская или кипчакская акцентация. И татары говорят кук, монгольская акцентация, хотя это тюркское кипчакское слово. Вот татары то же самое имеют в виду. Синий, голубой или небо, ну, скорее синий. Но при этом в большинстве случаев татары используют в разговорной речи слово зангар, также означающее голубой или синий, и также означающее небо. Кстати, если отталкиваться от монгольской мифологии и ту систему управления, которую принесли им джурджени, наложив одно на другое, вот слово гар, рука, начали применять в отношении вот этот гар в любого значительного элемента в их видении жизни. Хан сидит в Булгаре, а Тенгри в Зангаре, в небе, где термин зан означает мать всего сущего, то есть небо это прародитель, а гар – рука. Опять же наши ероты, братья, калмыки до сих пор празднуют праздник такой у них есть. Джангар. Это один из самых особенных праздников этого народа. И скорее всего, я так думаю, во все это верил, знал первый хан Золотой Орды Бату. Монгол с прекрасным джурдженским образованием. Он не просто так сделал своей столицей именно город Булгар, который останется таковой на всем протяжении его царствования. Он точно знал, что означает этноним Булгар. Он знал, кто такие Дуло, как и знал его отец Джучи, который вел переписку с ханом Булгар, Челбир Баяном. Они истребили Булгар. 2 стаи волков не будут жить у одного водопоя. Не могут быть в степи у русла Волги 2 хана из 2 разных правящих домов. Итак, уважаемые, из этого можно сделать вывод, что Булгар
изначально этноним ненациональной принадлежности. Это часть войска, в которой находится хан. При этом эту систему управления, деления и, если хотите, администрирования принес степь этнос тунгуса маньчжурского происхождения. Придя на юг Сибири и степи внутренней Монголии, они ассимилировались с местными аборигенами, извините за тавтологию, с монголами. Двигаясь на запад, вбирая свои ряды встречных, продолжали далее изменяться в соответствии с окружением. И последним обликом или этносом, к которому мы могли бы их отнести, это тюрки-саки, или как они сами себя называют, кипсаки или кипчаки. Хотя, я думаю, среди булгарских ханов оставались приверженцы былого монгольского. Хан Байдар под Легницей своим туменом громил объединенное рыцарство Европы под командованием Генриха Благочестивого, а в это время два претендента на трон гуннов рвали друг другу глотки. Сыновья Челбир-Баяна – это Алтынбек от матери Кипчачки и последний из рода Дула на Волге с монгольским именем Барджу. Да-да, с монгольским именем, обозначающим волк, при этом джурдженской акцентации. Как мы знаем, монголы дж не могут, они говорят з, и по-монгольски волк, Барджу. Он воспользовался помощью хана Бату, захватил власть, убил Алтынбека и уже в 1238 году поднял восстание и в 1239 году погиб в битве у небольшой речки, на которой через 150 лет еще раз решится судьба Великой Степи. Судьба города Булгар, судьба булгарского царя Тухтамыша, как сам писал Тимур. Тимур точно знал, что пока существует город Булгар, Орда бессмертна. Имя этой речки Хандурча. На ней погиб последний, кто имел право поставить золотой шатер Дулло, или, как говорили его предки, Айсин Орда, и назвать себя Гуном, Хунгар и Сунгар.